Так, ребята, всем привет! У нас сегодня в обзоре паяльная станция H314 от фирмы Aixon. Формат ролика немножко изменил, ввиду того, что с помощью такого формата я смогу показать вам внешний вид, менюшку, сделаем замеры, сделаем обновление софта с помощью ихнего программного обеспечения и разберем станцию, посмотрим, из чего она состоит внутри. Надеюсь, так будет более информативно и понятно. Всем хорошего просмотра. Поехали! Так, переходим к обзору интерфейса и внешнего вида паяльной станции. На лицевой панели у нас расположена кнопка включения, разъем USB для обновления прошивки, 3 кнопки для пресетов и 1 кнопка по меню. 2 энкодера, один отвечает за регулировку температуры, второй за регулировку воздуха. И плюс энкодеры имеют еще встроенную кнопочку щелчка, то есть для подменюшек всяких. Поехали по включению. При включении видим фирменный логотип, дисплей у нас цветной. Сейчас она заблокировалась ввиду того, что я тут поставил пароль на палец. Сейчас мы ее разблокируем. И тем самым мы зайдем, вот видим в первом окошечке режим первого пользователя, то есть зарегистрирован один палец. Так, значит, смотрите, по внешнему виду что мы имеем. Здесь отображение модели, здесь юзер, какой пользователь включен. Давайте для удобства возьмем, наверное, карандашик, чтобы было удобнее показывать. Дальше здесь сколько станция наработала, то есть ее время с момента включения, версия прошивки, Bluetooth, Wi-Fi и кнопочка ярлычок громкости. Здесь температурный режим, здесь у нас какой режим включен, то есть по вот этой кнопке мы можем выбирать режимы пайки, то есть каждый цвет отвечает за свой режим. Оранжевый стандартный режим применяется для обычной пайки, зеленый мягкий режим, для режим подразумевает пайку разъемов, и красненький режим экстремальный для быстрой пайки микросхем. То есть нажали, выбрали соответствующий режим. Вот, оставим давайте на стандартном режиме, на желтом. Дальше здесь мы видим 3 пресета, которые отображаются под кнопками. Далее видим кнопку меню и ярлычок с потоком воздуха. Регулируется правым энкодером. Левым энкодером мы регулируем соответственно температуру. Либо выбираем через пресет. Так, дальше переходим в меню. Кнопочка Set при кратковременном нажатии выполняет функцию графиков. То есть отображает графики на температуру и потока воздуха. Если мы нажимаем кнопочку с удержанием, мы попадаем в меню. В меню мы видим настройки, параметры температурных режимов. Это отображение. Получается, что у нас отображает параметры, заданные параметры, которые мы можем выбрать как термопрофиль. Ну и, соответственно, графики. Калибровка непосредственно самого ручки фена. Поехали по менюшке. Заходим. Видим язык. Регулировка происходит с помощью правого и левого энкодера. Тут не принципиально. То есть можем любым покрутить. Видим язык, звук, режим сна. Wi-Fi настройки я уже подключил. Это об этом более подробно позже покажу. Функция разблокировки, добавления отпечатка пальцев. Можем добавить еще один. Темы. Соответственно, черная и белая, обе работают, можно выбирать. Дальше информация об устройстве. Значит, после того, как вы подключитесь к Wi-Fi, у вас будет доступна вот здесь графа по обновлению через Wi-Fi интерфейс. То есть вам не нужно будет постоянно подключаться к программе. То есть после подключения к Wi-Fi вы можете обновлять именно здесь. Ну и последняя функция Reset. Теперь по каждой менюшке. Язык у нас английский и китайский. Звук включить, бюзер можно выключить.
Сон можно включить, можно выключить. И тут регулировка, на каких процентах он будет уходить в сон. Настройки Wi-Fi, об этом более подробно позже. Функция добавления отпечатка пальцев. Значит, смотрите, вот здесь под менюшка M1, M2, M3 и Set. То есть это, соответственно, мы уже выбираем не энкодером, а вот этими клавишами. То есть, чтобы добавить нам еще один палец, нам нужно добавить вот сюда, перейти на эту графу ADD FP. Соответственно, что мы делаем? Нажимаем ОК. У нас загорелся ярлычок. Дальше нам нужно пролистнуть вниз и добавить еще один палец. Тут нажимаем ОК. Тут высвечивается такое подменю, нажимаем конфигурацию, нажимаем ОК. Начинает активно мигать светодиод на отпечатки пальцев, и, соответственно, мы можем добавить еще один палец. Ввиду того, что я работаю правой рукой, допустим, что-то паяю, левой рукой я беру обычно фен. Вот, и чтобы поставить под меню, в общем, мне удобнее сделать это левой рукой. Добавлять буду вот этот палец. Поехали. Принцип ничем не отличим, как от айфоновских отпечатков пальцев. Примерно то же самое. Есть. Зарегистрировали второй палец. И как видим, вот здесь под меню у нас видно, что у нас зарегистрировано два пальца. Правда, отображение у нас на китайском языке, не на английском. Все. Тут настройку мы завершили. Можем смело выходить. Нажимаем Back, то есть M3. Еще раз M3. И мы вообще выходим из этого меню. Соответственно, мы вышли обратно в менюшку. То есть, что мы делаем? Сейчас мы видим, что у нас включен вот профиль 1. То есть по первому пальцу, который я ранее регистрировал. Сейчас нам нужно включить второй. Для чего? Для того, чтобы у нас, допустим, по первому пальцу зарегистрировано 3 пресета. 200, 300 и 380 температура. Мы хотим на втором, допустим, зарегистрировать другие температурные режимы. Ну, это удобно, потому что 3 пресета это 3 пресета, а 10, 20, 40 пресетов это намного эффективнее. Что мы делаем? Нажимаем палец. Он переходит в режим User 2. Соответственно, здесь что мы делаем? Мы здесь настраиваем новые параметры. То есть, допустим, температура нас будет интересовать, к примеру, настройка, ну пусть будет 260, да, это у нас режим БГА, температурный поток воздуха пускай будет 30. И запоминаем это на пресет 1. Долгим удержанием, как и в каждой любой станции. Допустим, дальше второй пресет выбираем. Здесь нам нужно будет настроить, ну, не 300, потому что у нас на первом режиме есть. Пусть будет 330. И поток воздуха, к примеру, ну, сделаем 50. Запоминаем этот режим. Переходим на третий. В третьем мы сделаем не 380, сделаем, пусть будет 360 и большой поток воздуха. Есть. И сохраняем на третий пресет. Запомнили. Есть. И таким образом, что мы получаем? 260, 330 и 360 по второму пресету. Переходим на первый пресет. И видим, что у нас пресеты поменялись на 200, 300, 380. Обратно меняем. Хопа. И теперь 260, 330, 360. Таким образом мы быстро получаем просто максимальное количество пресетов. Соответственно, пальцев-то у нас много на руке. Можем зарегистрировать 10 пальцев. Ну, по-моему, там 9 можно зарегистрировать. Вот. Таким образом мы получаем большое количество пресетов от нужных нам функций. То есть, к примеру, не хватает нам пресетов, добавили, выбрали нужный режим просто отпечатком пальца. Удобно. Вот. Что касается менюшки дальше. Давайте переходим сюда. Здесь отображение текущих параметров, что происходит в самой станции. На данном моменте она как бы, ну, по функционалу мне, допустим, не нужно, но тем не менее оно есть. Чем это удобно, когда мы заходим в другое меню, к примеру, когда нам нужно, допустим, снять какой-то чип БГАшный, да, и, соответственно, по графику будет нарастать в нужное время с определенной температурой. Ну, то есть, как примерно по работе термопро. То есть, режимы, когда будет у нас все это, на каких температурных режимах включаться. Что для этого сделать?
Вот этой кнопочкой мы нажимаем и попадаем вот в это меню. Вот здесь мы видим также 3 подменю сохраненных, то есть 3 пресета. Пресеты эти вам нужно будет заранее сохранить, то есть чтобы график этот вы видели. Что для этого нужно сделать? Заходим сюда. То есть тут также пресеты мы можем отрегулировать. Выбираем любой пресет. И вот здесь мы можем уже регулировать, в какой период, когда нам нужно что поднять. Температуру, воздух и так далее. Здесь отображаются параметры этого пресета. То есть, соответственно, 250 будет 30 секунд. Потом 280 120 секунд. 300 будет 240 секунд. Ну и так далее. То есть все это дело вы можете настроить самостоятельно. Потом сохранить по пресетам и пользоваться этими пресетами уже от вида вашей работы. То есть вы можете, к примеру, настроить под параметры снятия чипа BGA, допустим, с определенной там магнитолы. И эти параметры просто нажмали, и фен сам уже будет подавать определенную температуру и определенный поток воздуха в заданный период времени. То есть это тоже удобно с точки зрения, если вам ее использовать как именно станцию для реболлинга. Так, на этом, думаю, тоже все понятно. Выходим отсюда. Соответственно, также нажатием клавиши. Все, вышли в обычный режим. Это мы можем увидеть, когда появляются вот эти пресеты M1, M2, M3. Пусть по этому менюшке. Поехали по менюшке дальше. Те параметры, о которых я сейчас говорил, где их можно настроить. То есть это вот эти два режима. Здесь режимы по пресетам. Первый отображается экстремальный режим. Желтый это у нас стандартный режим, и зеленый это у нас мягкий режим. Выходим отсюда. По режимам, которые я перед этим говорил, соответственно, здесь у нас настраивается на какую кнопку, то есть первый, второй, третий пресет. Допустим, выбираем первый. Меню M1, M3, M1. Окей. Дальше, смотрите. Здесь выбираем температурный режим. Ну, выставляем, допустим, начнем пайку с 290 градусов. Окей. Какой промежуток, точнее не промежуток, какой поток воздуха здесь будет. Выставляем, соответственно, этой крутилочкой, допустим, тот же самый 20. Оставляем. Есть. Соответственно, далее сколько времени это все дело будет продолжаться. То есть мы можем уменьшить, увеличить и так далее. Крутить можем и тот, и тот энкодер. Сохранили. Переходим к следующему. К следующему нам надо нажать M2. И также параметры мы эти регулируем. Ну и так до конца проходим и регулируем до того момента, как вот вам по пресетам надо. Ну тут по пресету видно, что 410 это перебор. То есть в принципе до 330-350, наверное, если мы снизом работаем. Если только верхом работаем, соответственно, вот этот режим вполне годный, но не 410. 410, наверное, уже многовато будет, надо уменьшить этот пресет. Ну давайте я его тоже себе оставлю, пускай он будет. Только единственное, что мне не нужно, это я сделаю вот это 360, а здесь сделаем 365, наверное, это максимальный предел. И тут уже видите по времени. Так, сделаем, пусть будет 10 секунд. А тут сделаем тоже 10 секунд. Все, вот так вот мы и сохраним этот пресет под номером 1. То есть по поводу пресета тут в принципе все интуитивно понятно. То есть не заблудитесь, не потеряйтесь.
графики я не думаю, что кому-то сильно будет принципиально. То есть это то же самое, только мы регулируем уже вот на вот этом графическом. Ну, то есть что мы делаем? То же самое. Нажимаем ОК. ОК. Выбрали пресет номер 1. Здесь, соответственно, вот мы визуально видим, что вот он температурный двигается. Здесь мы можем выбрать температуру. То есть заданный параметр на протяжении этого графика мы, соответственно, также будем видеть все эти параметры, ну, как бы заданный режим. То есть на протяжении вот этого пика у нас фен отработает с определенной температурой, с определенным потоком воздуха и будет подавать этот там температуру и воздух на протяжении этого всего дела. То есть Next нажимаем дальше. Это уже второй, третий, четвертый, пятый. Все, закончили. То же самое. Выходим отсюда. Можем сделать вот так, по умолчанию. Итак, непосредственно замеры нашей ручки паяльной станции. Так, значит, сейчас выставлено 200 градусов. Эти все калибровки у нас по умолчанию с коробки. Я ничего не калибровал. Все как есть. Итак, значит, выставляем термопару. Выставляем вот прям непосредственно возле сопла. Хотите, могу выставить вот так вот на, наверное, на расстоянии пайки. Пускай будет примерно вот так вот. Будет более честно, потому что мы впритык никогда не ставим. Ну, вот примерно такой вот радиус. Сопло у нас, по-моему, самое широкое, которое здесь есть. Так, значит, установлено 200 по первому пресету. Как видим, на флюке у нас 190, примерно диапазон такой, 10 градусов. Поехали на 300 и скорость набора смотрим сами. Это у нас стандартный режим. Потом перейдем на мягкий и на экстремальный. Так, 300 градусов достиг, посмотрим, насколько он будет его плясать туда-сюда. Ну, там сотый видно, что разброс, но держит 300 градусов. Хорошо, поехали дальше. 380. Ну, как видите, температура достигает прям молниеносно своих, в принципе, параметров. И самое главное, что он его не перекидывает в плюс. То есть вот у нас 370. И сейчас постепенно он его домирает. То есть не дает, допустим, там 400 сразу и снижает до 380. То есть наоборот, получается как положено. Дает 360, 370, 380. Все, заданную температуру догнал и держит. Где-то в комментариях я вчера видел, что у кого-то там на 312 серии эти параметры плясали в плюс, в 20-30 градусов. Ну, я такого за собой не замечал за своей станцией, но я как бы сильно замерами не занимался. То есть я ее при проверке проверил и все. Как видим, вот сейчас у нас есть небольшой подъем до 390, 10 градусов в плюс. Переходим на второй пресет. На втором пресете у нас 360 и поток на 100. С большим потоком посмотрим. По поводу пальцев, как говорила, очень удобная штука. У нас теперь вместо 3 пресетов получается очень большое количество, что очень-очень удобно. Так, заданную температуру держит, уходим на 330. То есть на понижение. На понижение, в принципе, тоже хорошо срабатывает. В общем, в плане температурных режимов у меня претензий к нему никаких нету. Сейчас посмотрим, как после нагрева работает съем наших наконечников. Наконечники здесь, ребята, очень качественные. Я не знаю, передает ли не передает камера. Это точная сварка, прям сделана прям красиво. Что тут, что тут. Все наконечники сделаны добротно. Они тяжелые. Толщина хорошая. Ну, видно, что аккуратно. И здесь вот есть небольшой такой потайчик. Ну, я так понимаю, для того, чтобы фиксировалось более надежно. Так, у нас 338 градусов на паяльной станции, 330. Возможно, еще, кстати, термопара дает погрешность. Это китайская термопара. Флюк хоть и оригинал, но термопара не оригинальная. Но будем надеяться, что все хорошо. Мы можем, в принципе, сравнить
с АТ попозже. Так, уходим на 260 градусов и 30 потока воздуха. Так, 270 показывает. Примерно вот такие у нас параметры. Давайте вручную попробуем поиграться. Уходим на первый профиль. Так, у нас и так первый. А, нет, это у нас второй, все правильно. Включаем первый профиль. На первом профиле у нас 200 градусов и поток на 30. Давайте сделаем, кстати, поток побольше. Посмотрим максимальный поток. Поток максимальный здесь очень серьезный. Прям сдувает. Слышно шум мотора именно из сопла. Саму паяльную станцию не слышно. Она работает реально очень тихо. Внутри там явно хороший какой-то моторчик стоит. Он бесшумный. Шуршит только вот именно сопло. На большом потоке воздуха температуру держит. Давайте температуру сделаем побольше. 285. Ну, вполне хорошие параметры. Меняем пресет на 330 поток воздуха и поменяем режим стандартный на режим, что там у нас, давайте, мягкий режим. Мягкий режим у нас идет для пайки разъемов. Ну, посмотрим его температурный режим, насколько он точный. 300 градусов практически идеально. Давайте поднимем 380. В принципе, достигает, я смотрю, до 380. Постепенно, как бы плавно. Так, и дальше у нас экстремальный режим. Это режим у нас красный. Для пайки микросхем. Уходим на турборежим. Что тут поменяется? Здесь у нас уже, смотрите, температура чуть-чуть выше. Ну, допустим, уйдем сначала, наверное, давайте на 365. Здесь по-интересному работает. У нас фен при одинаковом потоке. Слышно, как будто бы он... по-разному задувает. То есть он поддерживает вот эту вот работу, смотрите, вверх и вниз. То есть он ее поддерживает, допустим, 365, потом подкидывает вверх, потом подкидывает вниз. А если на 300 уходим? Четко 300 держит. Так, в общем, ребят, по поводу, наверное, все-таки замеров считаю, что очень хорошие параметры. Дальше мучить не вижу смысла. Как сами видите, все вполне тут очень хорошо. Также так, ребята, по поводу снятия жала, смотрите, на горячую прогреваем наконечник 360 градусов и пробуем снять. Я уже попробовал, это реально работает просто изумительно, смотрите. Ну, так как снимаю с одной руки, поэтому показываю как есть. Вот здесь есть потайчик небольшой. Мы вот сюда вставляем и просто делаем вот так вот, оп.
жало, точнее наконечник, снимается очень легко. Когда у нас наконечники находятся вот здесь, тут у меня два уже снималось, горячие, сейчас покажу. Когда они у нас находятся вот здесь, мы их очень легко и быстро можем, смотрите, поменять. Одели, попользовались, что-то там нас не устроило, нам нужно перейти на другой наконечник. Снимаем, одеваем и работаем в следующем. Вот съем здесь просто замечательно сделан. Выше похвал, ни на одной станции так не работает. На всех остальных приходится что-то где-то снимать с помощью чуть ли не прихватки. Здесь это работает просто изумительно. Поторопился. Перед тем, как разбирать, мы, значит, смотрите, я вам покажу, как ее обновить. На самом деле ничего сложного, но, возможно, у кого-то какие-то тонкости, нюансы возникнут. Мы заходим в настройки. Здесь настройки Wi-Fi. То есть, если вы ее подключили к Wi-Fi, то, соответственно, она будет обновление получать самостоятельно. От вас ничего не требуется. Это уже будет видно по вот этой вот менюшке. То есть, у нас актуальная версия прошивки. Чтобы подключиться к Wi-Fi, здесь вам на самом деле ничего не нужно делать, кроме как включить галочку с Off в On. То есть, вот это вот включаете. Далее, что вам нужно сделать, это непосредственно перейти к софту данной паяльной станции. Я сделаю, наверное, вот так вот и сделаю видеозахват, чтобы вам попробовать все это дело смонтировать и красиво показать. Так, новая запись, пусть будет приложение. Выберем Axon. Axon, где у нас тут Axon? Axon. Наверное, вот это, да. Все. Вот, смотрите, что потребуется для того, чтобы... Извиняюсь за тряску. Для того, чтобы ее, во-первых, прошить и подключить к Wi-Fi. Значит, смотрите, вот тут вот при устройстве это у нас для обновления. Для этого потребуется нормальный кабель USB. Если у вас что-то не проходит, не обновляется, это у вас проблемный кабель. Это у меня уже стопроцентная информация, я на этом деле обжигался. Перед тем, как прошивать и подключать к компьютеру, ее надо выключить. То есть, если включим кабель, ничего не поменяется, но чтобы прошивать, именно нужно выключить паяльную станцию при вставленном кабеле. Вот. Она включится. Как видим, включилась. Вот. Пальцем можно разблокировать, но это не принципиально, можете не разблокировать. Далее ждем, когда программа увидит у нас устройство. Если оно не видит этого устройства, смените кабель, либо подключите без картридера. У меня подключено сейчас непосредственно через картридер, и плюс я Wi-Fi подключил. Но это не меняет положение, то есть сейчас я переподключусь, отключу именно от картридера. И заново включимся. Устройство у вас должно определиться. Так, видим, что у нас устройство определилось, выглядит это достаточно красиво, все тут отрисовано. Дальше, вот здесь мы видим историю программного обеспечения, которое выходило, что менялось, что они поменяли. В данном последнем обновлении 1.06, по сути, все коснулось именно обновления кнопочки, которая находится вот здесь на ручке. Ее можно отдельно приобрести. Это именно пресеты управления с кнопок. Ну и как видим на логотипе, у них вот тут уже новая подставочка, которая в дальнейшем, надеюсь, выйдет. Что для того, чтобы обновить? Нажимаем просто вот запустить обновление. Перезагружается. И на экране мы видим кнопку Upgrade. Ну и те же самые проценты, которые на мониторе идут на самой паяльной станции. Обновление запускаем и ждем, когда обновится. По сути, все очень просто. Все, станция перезагрузилась. И она у нас, соответственно, выйдет в режим экранчика. Здесь, соответственно, у нас сейчас ничего не будет отображаться. Надо будет программу перезагрузить.
Все, состояние подключено, модель оборудования утверждена, название оборудования. Все, это дело мы закрываем. Дальше, чтобы подключиться к Bluetooth и к Wi-Fi, чтобы этого не делать непосредственно с программой, сама станция обновлялась автоматически, нам нужно синхронизировать ее. Так, смотрите, по поводу Bluetooth, по сути, заходим вот в диспетчер устройств, выбираем Bluetooth, добавить Bluetooth устройство, и вот здесь в обычном диспетчере нажимаете вот сюда добавить Bluetooth. Соответственно, у вас появляется Bluetooth, и вот тут вот 316 синхронизировано, вот у меня сопряжено. Это первое, что вы делаете. Потом заходите вот сюда в инструменты, выбираете вот этот зеленый пунктик, и у вас должно быть, скорее всего, прилетит какое-то обновление. После обновления перезапускаете программу, и, соответственно, вот здесь потом появится вот такая вот штучка, видите, H314 и ее серийный номер. И нажимаете слово «Соединить». Как только вы нажимаете слово «Соединить», у вас появляется точка доступа вашего Wi-Fi. Вот, допустим, у меня такой. И сюда вводите пароль. Как только вы это дело ввели, программа автоматически запустится и даст вам добро. Так, сейчас пароль введем. Вам даст пароль, и он вот здесь начнет отображаться, что Wi-Fi сеть такая-то, такая-то, и статус сети подключен. Ну вот видимо показывает 48 децибел, типа статус Wi-Fi окей, подключено. И последним пунктом будет вот здесь, что вот здесь появилось, что текущая версия от ПО такая-то, такая-то, обновление не требуется. Вот, когда придет обновление, она обновится по Wi-Fi самостоятельно, и вам не потребуется подключение вот к этой программе. В принципе, несложно. Так, на этом, в принципе, все. Теперь точно переходим непосредственно к разборке аппарата. Так, ну, ребята, внутрянка, значит, смотрите, видно турбинка, ее параметры 24 вольта 1,5 ампера. Сверху залито каким-то силиконом. Непосредственно уходит на турбину, я так понимаю, да, на турбину. Турбина прикручена жестко. Да, жестко прикручено. Так, блок питания. Все в изоляции, отдельно заземление. Антенка Wi-Fi. Дальше плата управления, дисплейный модуль на шлейфу и также зафиксировано вот этим клеем. Отсюда, в принципе, виднеется процессор D32F303. Так. Вот маленький бюзер виден, если кому-то он очень мешает, еще его можно залепить какой-нибудь бумажкой, он будет более такой тоненько работать, не сильно раздражать, если кого-то он не нравится. Либо вообще в настройках отключить. В общем, внутрянка собрана вполне себе добротно и все компактно. Так. По компонентам разбирать не будем, это все дело к разработчикам. Нас это, в принципе, сильно не интересует. Тут у нас что? Кнопка сканера. Кнопка сканера непосредственно на шлейфу уходит сюда. Все, в общем, собрано аккуратненько. Претензий к внутрянке нету. Соплей, всяких шлипов, флюса и так далее ничего нету. Платы видно, что чистенькие и отмытые. Не знаю, попробую увеличить. Вполне все сделано достойно. Кнопка включения пошла на плату и пошла уже сюда. Так что так. Переводим назад и переднюю камеру. В общем, ребята, в принципе, что скажу. Станция вполне себе достойная. Корпус сделан красиво. Управление грамотное. Температурный режим держит вполне стабильно, никаких нареканий по поводу
сборки нету. В принципе, станция достаточно получилась удачно, особенно в плане пресетов. Очень удобно. То есть 3 пресета на станциях вообще на самом деле очень не хватает. Почему? Потому что, допустим, если мы реболим плату, к примеру, накатываем шарик, это там 280 градусов и маленький поток, там, когда 20 надо, когда 30, было бы удобно 2 пресета сделать. Вот. Потом, допустим, мы уже устанавливаем микросхему, это 280-300 градусов отреболенную, или снимаем микросхему, которая не реболенная, там 330 градусов, это что касается айфонов, к примеру. И бывает так, что не хватает эти 330 и нужно как бы добавить. И было бы удобно просто пресет нажимать, выбрать нужную температуру, допустим 340 или 360. Но при этом не хватает, и получается надо уже крутить либо энкодер, либо добавлять, как на Атене, кнопочками добавлять, что не всегда удобно, то есть поэтапно добавлять. Или, допустим, мы уже в принципе знаем, что какой-то есть теплоемкий процессор, который снимается там на 360 градусов, то мы пресетом шлеп и все готово. А так получается нужно добавлять температуру. В целом можно и 3 пресетами справляться, это как бы не сильно дискомфортно, ну как бы просто привыкаешь к любому оборудованию. Ну так как мы немножко маньяки и скупаем в принципе все оборудование, так как нам, во-первых, это интересно, оно приносит нам прибыль и так далее. В общем, есть у нас такая небольшая болезнь, скажем так, при приобретать все вот это вот оборудование. В принципе, оно себе окупает, если вы этим именно занимаетесь. Если вы просто занимаетесь хобби, ну тогда уже тут каждому свое. В общем, оборудование достойное. Надеюсь, видеообзор получился исчерпывающим. Всем удачи в работе, всем пока, увидимся в новых видео.